Сатья Саи, Ширди Саи, Према Саи едины. Я рассказывал вам о Кришне. Нет? Что ж, позвольте мне поведать вам эту историю. Я часто сопровождал с вами в путешествиях. Как-то раз мы ехали к ним куда-то в одной машине. Я сидел на переднем сиденье рядом с водителем, а с вами с еще одним преданным и своим личным помощником на заднем. Во время поездки я постоянно оборачивался назад, потому что там происходили все основные события. С вами смеялся и шутил, пел бхаджаны, а иногда просто тихо и спокойно сидел. Когда я в очередной раз обернулся и посмотрел на него, то был крайне изумлен, потому что с вами исчез, а на его месте восседал некто с самым прекрасным и совершенным лицом на свете. Никогда еще я не видел такой красоты, вы даже не можете себе представить, как прекрасен он был. Так не может нарисовать ни один художник, сказать ни один поэт. Внутри у меня все так и перевернулось. Я все продолжал смотреть на него, но потом поспешно отвернулся. Мне стало неудобно за свою назойливость. Однако стоило мне повернуться еще раз, и я опять не мог оторвать глаз от этого зрелища. В конце концов, наши попутчики, одним из которых был Раджа Редди, известный певец бхаджанов, спросили меня: «Хислоп, почему ты так уставился на Свами?» Я не ответил, но обратился к Свами. «Свами, а что значит этот глубокий синий цвет?» Он ответил: «Этот цвет видишь, когда смотришь на что-нибудь, глубину чего не можешь постичь, например, на небо или океан». Это было все, что он сказал. Когда я обернулся в следующий раз, то увидел уже обычного Свами. Ни один из тех, кто сидел с ним на заднем сиденье, ничего не заметил. В следующий раз разговор зашел об этом только через 3 года. Я тогда, как обычно, сидел на веранде в Прашанти Нилаяме. Вместе со мной там был еще один военный из Симлы со своей женой и дочерью. Стоило им приехать, как с вами тут же вызвал их на интервью. Это было необычно, ведь даже тогда некоторым приходилось неделями ждать своей очереди. Но их он позвал сразу же. Я как раз сидел на крыльце и заодно с вами позвал и меня. Он говорил с ними о разных событиях в их жизни, как до их встречи, так и после того, как они поженились и родили детей, показывая им, что пребывал вместе со своими членами их семьи с самого их рождения. Он создал для его жены ожерелье, а для дочери пару сережек. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Хислоп, расскажи им что-нибудь». И я стал рассказывать и закончил историей, которую только что поведал вам, про человека невиданной красоты, увиденная мною в машине. Офицер не удержался и выпалил: «Это же был Кришна!» С вами посмотрел на него и сказал: «Да, это так». Я показал Хислопу истинный облик Кришны, каким он по-настоящему был, а не тот, что описывают поэты и художники. Мужчина был очень взволнован и опять не смог сдержаться. «О, как я хочу увидеть Кришну!» С вами похлопал его по плечу и промолвил: «Терпение, терпение». Слово «Кришна» переводится как «всепривлекательный», поэтому к Саи Бабе съехались многие знаменитости.
Потому Сатья Сай Баба есть Кришна. Интересно, что согласно пророчествам в индуизме, бог Калки придет в город, называемый Шамбала, что в буквальном переводе означает «место мира, покоя и счастья» или «Прошанти Нилаям». Тот Кришна, Панды сын любимый, вновь вернулся к людям, которые с ним были в прежних воплощениях. То Рамачандра, олицетворение блаженства, вновь пришел, чтобы собрать вокруг себя всех преданно ему служивших в прежних жизнях. То сам Создатель к своему творению вернулся, то сам Бог, великий Вишну, во всеоружии явился, как владыка мира. Одно из имен Бога Кришны – Читачора, похититель ума. Это значит, что если кто-то не подчиняется моему приказу, я извлеку и встряхну его читту, ум, открою ему глаза, испытаю его и верну его ум назад. Какое сладостное это имя – Читачора. Наш город превратился в Мадхурапуру, город, ставший медовым благодаря подвигам Кришны. И я буду там непременно. Мне неведомы неудачи. Вы все увидите это. Взрыв аплодисментов потряс небеса. Никто не может помешать мне. Я подчиняюсь только любви. Я закладываю сегодня этот словесный фундамент, чтобы завтра вы не горевали и не сетовали, что с вами не предостерег вас. Вы не успеете забыть этих слов, как будут решены грандиозные задачи. Моя воля подобна выстрелу из ружья, звук следует мгновенно за выстрелом пули. Не упускайте стоп, за которые вы ухватились. Крепко держитесь за Бога. Все вы знаете наизусть шлоку из Гиты, где Бог создает себе форму и не сходит к людям, когда дхарма приходит в упадок. Вы повторяли ее столько раз, что она стала для вас пустой и бессмысленной. Так много и так часто цитировали ее, что она потеряла всю значимость. Лишь сведущие в шастрах способны распознать аватара и удостоверить его полномочия. Только они сполна приобщаются к радости, излучаемой инкарнацией. Пураны и Итихасы воспевают различные аспекты Бога, согласно обозначению Вьякти и описанию Шакти. Но Веды и Шастры гораздо фундаментальнее, ведь они имеют дело с основами. Иногда в многочисленных интерпретациях и пересказах люди теряют саму дорогу из вида, когда слепые ведут слепцов, и те, и другие могут свалиться в колодец. Тогда вмешиваются мудрецы и огораживают дорогу для их безопасности. Неподалеку от мандира был сад из маленьких деревьев тулси, базилика. Они не росли по отдельности, а переплетались в густой кустарник. И как в Бриндаване Кришны образовывали красивые арки и укромные беседки. Я нигде больше не видела таких чудесных зеленых укрытий, созданных природой. Как-то раз мы собирали кипы листьев тулси, чтобы вплести их в гирлянды. С вами сказал, тот, кто сделает гирлянду, доходящую до самых моих ступней, получит подарок. Хотите знать, какой? 2 паданамаскара. Прикинув, какой у него рост, мы с рвением принялись нанизывать листья базилика. С вами, как бы играючи и не выказывая ни малейшей спешки, тоже начал составлять гирлянду, не переставая при этом болтать и отпускать веселые шуточки. Всякий раз, когда мы отправлялись за новой порцией листьев, он внезапно исчезал. Мы звали его, мы искали за каждым кустом, и так и не обнаружив его после самых тщетных поисков, дружно взывали к нему, умоляя вернуться. Тогда он появлялся из зарослей, каждый дюйм которых мы обшаривали несколько секунд назад. Мы восклицали изумленно: «Не может быть!» Мы заглядывали за каждую веточку, за каждый листик. Ответом был безмятежный смех.
Другая загадка состояла в том, что хотя мы делали гирлянды точно по его росту, ни одна не оказалась ему впору, кроме той, что он сделал сам. Хитро улыбнувшись, маленький Плут осведомился, кто получит Паданамаскары, как будто он заранее не знал, кто выиграет. Потом он велел нам собрать вместе все гирлянды и сделать из них большой шар. Он сказал, чтобы мужчины и женщины стали по обе стороны от него. Команды кидали друг другу шар, а Саи к всеобщему веселью ловил его, ни разу не промахнувшись. С вами мгновенно реагировал на крики игроков: «С вами лови! Беги налево! Прыгай направо!» и так далее. По мере того, как продолжалась игра, нас постепенно охватывало странное чувство. Это было скорее транс, чем мысленный образ. Сладкое забытье окутало нас с головы до ног. Мы погрузились в совершенно новое измерение ощущений и сознания. Нам казалось, что мы, держась за руки с вами, кружимся с невероятной скоростью. Быстрое движение создавало впечатление, что мы парим над землей. Чувства счастья и покоя были так остры, что мы перенеслись в какие-то неведомые волшебные миры. Мы не знали, сколько времени длился этот танец, но когда мы возвращались в мандир, то не могли твердо стоять на ногах. Нам чудилось, что мы летим по воздуху. Мы спели баджаны и после ужина сгрудились у ложа с вами. Кто-то сказал: «С вами, у меня весь вечер кружится голова». Нет, она не болит, это какое-то незнакомое, очень приятное чувство. С вами, лукаво улыбаясь, ответил: это непростое головокружение. У вас голова идет кругом от того, что вы весь вечер танцевали со мной. Сначала все замолчали, так как никто не понял его. Но потом все заговорили наперебой: с вами танцевал со мной, с вами и со мной танцевал. Когда я спросила: ну разве может быть такое? С вами наш Нила Мегашьяма, Кришна, прекрасный как синее облако, сказал, прозвенев колокольчиком своего смеха. Это Раса-лила, божественные игры и танцы Кришны с пастухами и пастушками. В наших сердцах взорвались маленькие вулканы. Пораженные мы уставились на него, разинув рот, а в сердце разливалась драгоценная лава сладкого блаженства. О, так это и есть та самая Раса-лила, о которой мы читали в Бхагавате, думали мы. Но все равно до конца мы не могли этого понять. С вами сказал: Кришна часто устраивал такие игры с пастушками. Он танцевал одновременно с каждой из них, демонстрируя свою вездесущность во Вселенной. Именно это вы и пережили сегодня. Это редчайшая радость, высшее блаженство, и потому вам казалось, что вы парите в воздухе. От этого сладостного воспоминания вы и млеете от счастья. Надо сказать, вам всем очень повезло. Вы мечтали и молились об этом даре в течение многих эпох, все ваши прошлые жизни. Ваше сегодняшнее переживание – просто один из примеров божественной милости. Ошеломленные, мы упали к лотосным стопам с вами. Мы окунулись в океан блаженства. В головах у нас звенела мысль о редчайшей привилегии, которой мы были удостоены. На следующий день у нас все еще кружилась голова, как будто мы продолжали танцевать с вами. Но в этот день, в отличие от предыдущего, мы уже были способны осмыслить наш божественный экстаз и оценить сладостный опыт, запечатленный в сердцах. Это было непостижимое состояние блаженства, странного оцепенения. Новая, неописуемая энергия влилась в наши тела, как будто мы искупались в потоке прохладного лунного света. Это было неуловимое, но стойкое опьянение. У нас все смеялось внутри. Это волшебное чувство вознесло нас на вершину экстаза, и наши тела, как невесомые, скользили по волнам бездонного, бескрайнего океана радости. Мы побывали в новом загадочном измерении. Этот сладкий восторг невозможно описать словами. Его можно лишь испытать самому. Причина, по которой вайшнавы сразу не находили пророчество о Саи-Бабе в своей литературе, кроется в этом изречении. Многие воплощения Бога ясно описаны в шастрах, за исключением воплощения в Кали-югу, носящего одежды саньяси.
Писания говорят о нем скрытым образом. Но тем не менее существует свидетельство о воплощении Бога в Кали-югу. Чтобы защитить моих преданных, уничтожить демонов и восстановить законы религии, я нисхожу из века в век. Изначально природе присущи лилы аватара. Прошу тебя, разреши мои сомнения. Куда пойдут Шива и Шакти, Сатья Сай Баба, когда Ганга, поток любви, затопит Майяпур, иллюзию? На том берегу будет выстроен город, храм сердца, Путапарти, где на время найдут приют Шива и Шакти. Хотя ты действуешь по воле Шримана Махапрабху, именно ты явишься духовным учителем всех живых существ и прибежищем всех энергий. Тот, кто видит разницу между тобой и Шри Гаурангой Махапрабху, мудрые называют безбожником. В этом материальном мире я одарю редким сокровищем, премой, труднодостижимой даже для браманов. В этом твоем воплощении я не буду принимать во внимание, достоин ли человек обрести это сокровище или нет. Разве может кто-либо, кроме экспансии Верховной Личности Бога, обладать такой же ученостью и такими же качествами, как у тебя? В Ведах сказано, что имя единого Бога Кришна всепривлекающий. И то, что Сай Баба собрал вокруг себя духовных и политических лидеров, известных актеров и многих известных и неизвестных людей, свидетельствует о том, что Сатья Сай Баба всепривлекательный Кришна. Живущие в Сатья-югу и другие эпохи желают получать рождение в этой эпохе Кали, так как в этой эпохе будет множество преданных Верховного Бога Нараяны. Эти преданные будут появляться в различных местах, но будут особенно многочисленны в Южной Индии. Шримад Бхагаватам, песня 11, глава 5. Есть признаки, по которым распознается Бог. Давайте посмотрим. 1. Черты его тела прекрасны. 2. Он отмечен всеми благостными телесными признаками. 3. Чрезвычайно приятен. 4. От него исходит сияние. 5. Сильный. 6. Он вечный. Он 7. Он тонкий знаток языка. 8. Он честен. 9. Его речь приятна для слуха. 10. Он свободно говорит на всех языках. 11. Он образован. 12. Он очень умен. 13. Он гениален. 14. Он артистичен. 15. Он исключительно ловок. 16. Он искусен. 17. Он благороден. 18. Он исполнен твердой решимостью. 19. Он опытен в учете времени и обстоятельств. 20. Он воспринимает все сквозь призму вет и говорит на основе их авторитета. 21. Он чист. 22. Он владеет собой. 23. Он стоек. 24. Он терпелив. 25. Он прощает. 26. Он серьезен. 27. Он самоудовлетворен. 28. Он уравновешен. 29. Он щедр. 30. Он религиозен. 31. Он герой. 32. Он сострадателен. 33. Он почтителен. 34. Он мягок. 35. Он великодушен. 36. Он застенчив. 37. Он защитник душ, предавшихся ему. 38. Он счастлив. 39. Он доброжелатель, предан. 40. Им можно овладеть с помощью любви. 41. Он всем благоприятствует. 42. Он самый могучий. 43. Он самый знаменитый. 44. Он пользуется всеобщей любовью. 45. Он питает особую склонность к преданным. 46. Он очень привлекателен для женщин. 47. Ему все поклоняются. 48. Он самый богатый. 49. Он пользуется всеобщим почетом. 50. Он высший правитель. 51. Он не претерпевает изменений. 52. Он всезнающий. 53. Он всегда новый. 54. Его тело вечно, духовно, исполнено блаженства. 55. Он обладает всеми мистическими совершенствами. 56. Он обладает непостижимой энергией. 57. Из его тела исходят бесчисленные вселенные. 58. Он изначальный источник всех инкарнаций. 59. Он дарует спасение своим врагам. 60. Он привлекает освобожденные души. 61. Он совершает свои многообразные чудесные игры. 62. Он играет на флейте, он привлекает все живые существа во всех вселенных. 63. Он окружен преданными, наделенными чудом любви к Богу. 64. В своей чудесной исключительной красоте он не имеет себе равных нигде в творении. Причина, по которой Шри Сай Кришна не играл на флейте. 59. Он дарует спасение своим врагам. Преданный.
С вами в наших эпосах говорится, что когда Бог не сходит на землю в качестве аватара, даже его враги получают спасение. Как такое может быть с вами? Демон Камса пытался разделаться с Кришной всеми возможными способами после того, как узнал, что ему суждено погибнуть от руки Кришны. Страх и ненависть по отношению к Кришне все время были у него на уме. Радха тоже постоянно думала о Кришне, но по другой причине, по переполняющей ее любви к Богу. А Чандравали, сестра Радхи, испытывала постоянную ненависть к Кришне. В итоге все трое получили освобождение, так как непрерывно думали о Боге. Но между этими двумя методами существует большое различие. Обретение спасения путем ненависти подобно притягиванию к себе Бога на железной цепи. Метод любви – это мягкая шелковая лента, с помощью которой Бог сам притягивается к вам. В целом, в основе лежит непрерывное созерцание Бога в уме. Хижина из тростника. Однажды Кришна отложил свою флейту в сторону и сказал, что больше играть не будет. Эту историю вы не найдете в книгах, но я являлся ее непосредственным участником и потому могу рассказать вам обо всем. Одна девушка по имени Нираджа вышла замуж за пастуха, жившего в Гокуламе. Муж Нираджи и его родители рассказали девушке о Кришне и его проделках, и под страхом сурового наказания велели держаться от него как можно дальше. В день проведения пуджи, посвященной Говардхане, все гопы и гопи отправились за пределы деревни, чтобы обойти этот холм вокруг. Такой праздник проводился здесь каждый год. Нираджа также пошла с другими, и, несмотря на угрозы наказания, она, стоя в толпе восторженных гопи, с любопытством наблюдала, как в беседке, увитой цветами, танцевали Радха и Кришна. Лицезрение инкарнации Господа так подействовало на нее, что она изменилась до неузнаваемости. На следующий день на берегу реки Ямуна Нираджа увидела, как Кришна изготавливал флейту из тростника, и затем, услышав его игру, девушка испытала настоящий экстаз. Кришна своей музыкой как бы призывал ее освободиться от мирских привязанностей, разорвать все материальные путы. После этого Нираджа буквально сошла с ума по Кришне. Теперь, кроме него, ей никто не был нужен. Она была той самой гопи, которая схватила под узцы лошадей и попыталась повернуть их вспять, когда Акрура увозил Кришну в Мадхуру. Кришна всегда отвечает на зов своих бхакт. Свекровь в конце концов выгнала Нираджу из дома. Против нее ополчились все жители деревни, и она стала парией. Нираджа проводила свои дни в хижине из тростника, повторяя имя Господа. Шли годы. Нанда, Яшода и Радха покинули этот мир, а Нираджа исполнилось уже 52 года. Однажды она отчаянно взмолилась Кришне: «Я не могу больше переносить одиночество. Я выплакала все глаза, и мое сердце превратилось в пустыню. О Господь, приди и спаси меня, возьми к себе свою Нираджу». И Кришна услышал ее мольбу. Он пришел и нежно окликнул женщину по имени. Божественный голос вдохнул в нее новую жизнь, и тростниковые заросли сразу наполнились неземным благоуханием. Кришна взял Нираджу за руку и спросил: «Что ты хочешь? Скажи, что является целью жизни?» «Слияние с Богом». «Тогда позволь мне слиться с тобой, но прежде чем я растворюсь в тебе, сыграй мне на своей флейте». Но я не взял ее с собой. Однако, увидев, как сильно Нираджа желает услышать голос его флейты, Кришна срезал стебель тростника и быстро превратил его в музыкальный инструмент. Нираджа села Кришне на колени, и он заиграл. Мелодия была настолько прекрасной, что Гокулам и весь остальной мир исполнились экстатической радостью. Когда же он остановился, Нираджа полностью растворилась в нем, достигнув освобождения.
Кришна отложил свою флейту в сторону и сказал, что больше играть не будет. Эта история одной из гопи, но каждая из них имела свою собственную историю, тоже очень интересную, ибо все они полностью изменились благодаря своей любви к Господу. В своих Бхакти-сутрах мудрец Нарада говорит, что гопи были величайшими из бхакти. Сатья Сая говорит, том 3, глава 19. Сая, перебивая: время? Я Кришна. Где время? Хислоп: с вами я имею в виду, что между временем жизни тела Кришны и тела Сати Саи Бабы не было никакой возможности иметь своим гуру самого Бога. Сая: до тела Ширди Бабы. Хислоп: тогда с вами это должно быть наилучшее время для рождения людей. Сая: да, самое лучшее время, даже лучше, чем во время жизни тела Кришны. 29 августа, в день рождения бога Кришны, на улицах Путапарти словно ожили страницы Бхагаваты, повествующие о его детстве. Коровы, буйволы и верблюды, а также слониха Сая Гита в процессии отправились из Прашанти к своему новому дому в километре от Нилаяма. Колонну возглавляли трубачи и барабанщики городка. Впереди с царственным величием следовала Сати Сая Гита, за нею коровы, сопровождающими их севадалами. Студенты колледжа сдерживали резвящую их игривую, бодающихся телят, в то время как буйволы стояли, как вкопанные, и невозмутимо взирали на окружающих, пока их не растолкали и не направили вперед. Студентки колледжа и обитатели Прашанти следовали позади, распевая баджаны. Был там и Сай Кришна с преданными ему радостно поющими учениками. 3 днями ранее они стали свидетелями того, как ожила еще одна страница Бхагаваты. Непрерывные проливные дожди привели к тому, что переполненная Читравати ринулась на улицы деревни и разбушевалась в гневном водовороте. Казалось, бог дождя Индра снова обратил свой гнев на пастушье село, но в отличие от дней Бхагаваты, этот Кришна поднял гору на ладошки, чтобы укрыть людей и скот. Он разочаровал горные пики и просто взошел на открытую плоскую кровлю жилого дома восточного Прашанти и бросил взгляд на бурлящие у входа воды. Этого было достаточно. Наводнение стало быстро отступать. Праздник Дасара в Прашанти прошел спокойно, если не считать нескольких церемоний, которые было позволено провести обитателям. Бхагаван в своей безграничной любви не мог позволить себе навязать преданным, как бы ни были они пылки, 10-дневную дасару плюс 10 дней по случаю золотого юбилея его явления, намеченного на дни с 14 по 24 ноября. Иоанн Богослов. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Откровение Иоанна Богослова 19:11. В этом стихе небо – символ будущего, земля – символ настоящего, вода или океан – символ прошлого. Белый конь – это белые колесницы с вами. Тот, кто сидит на белом коне – Калки-аватар. Имя Бабы Сати означает «истина». Он будет следовать Дхарме и проповедовать древнюю Дхарму. Бадри-ятра – паломничество в Бадри. Глава 9 – Калки-аватар. Партидхама, наш Господь Парти, оседлал лошадь. С вами ехал верхом и был нам хорошо виден. В этом и состоял его изумительный план, золотой план, мастерский план. Сай Бхагаван эффектно и горделиво подъехал к нам. Сколько величия было в том, как он восседал на лошади, держа в руке поводья. Белая лошадь, белое небо, белые украшения, белые холмы, белые пики, белые одежды. О, какая дивная картина! Та грация, с которой он трогал поводья, изящество, с которым держался в седле, и все великолепие, исходящее от этой сцены, были за пределами любого счастья, настоящее пиршество для глаз.
Даже вид бога солнца в колеснице, запряженной 7 скакунами, бледнеет перед величием нашего Господа. Как говорится, Сурья Коти Самапрабха. Свет Господний затмевает яркость миллиона солнц. Это царское великолепие не поддается никакому описанию. Пока мы блаженствовали, упиваясь вечным нектаром счастья, с вами сказал: поезжайте осторожно. Я подношу горы цветов из своего сердца к лотосным стопам нашего Господа. Шри Раджа Редди Гару и помощники губернатора двинулись рядом с ним. Проехав немного вперед, с вами нежно коснулся шеи лошади рукой, и она понеслась галопом, копытами едва касаясь земли, как крылатый конь, как самолет. Сайм Калки Аватар, какое счастье! Саиб Хагаван благословил нас этим божественным зрелищем. Господь Вишну на белом коне. Эта форма и есть воплощение Калки. Это сам Кали-юга Нараяна, Господь эпохи Кали. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имя имел, написанное, которое никто не знал, кроме него самого. Откровение 19:12. Очи, как пламень огненный, означают, что Баба знает все и способен прозревать все. Много диадим – это корона его вьющихся волос, имя которое никто не знал до тех пор, как он объявил себя Саи-Бабой. Никто не знал его имени. Имя написанное, имя его Сатья. Когда кто-то попросил его доказать, что он Саи-Баба, он бросил своей рукой цветы, и эти цветы сами собой сложились на земле в буквы Саи-Баба. Позже к этим словам было добавлено имя Сатья, и он стал Сатья Саи-Бабой. Он был облачен в одежду, обогренную кровью. Имя его – Слово Божие. Откровение 19:13. Баба носит мантию шафранового цвета. При рождении ему было дано имя Сатья Нараяна. Это значит, что Баба – сама истина, то есть Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облаченных в виссан белый и чистый. Откровение 19:14. Воинства небесные, виденные святым Иоанном, ученики Бабы. У него была белая машина, как символ чистоты, и все его ученики одеты в белые. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Откровение 19:15. Острый меч – это слово истины. Он завоюет страны своими истинными речами. Люди со всех стран разных религий и народностей приезжают в Прошанти-Нилаям и покоряются его слову истины. Один бхакта из Камалапура настойчиво просил Бабу, чтобы он явил ему какое-нибудь чудо. И однажды Баба, собрав всю его семью, осведомился, не хотят ли они увидеть Даша аватаров, 10 воплощений Вишну. Матья, Курма, Вараха прошли гладко, но когда появилась устрашающая фигура Нарасимхи, они затряслись и закричали в ужасе, что дом обрушится на их голову. Они взвопили: «Хватит, хватит!» И Баба утих. Но только после того, как был совершен ритуал Мангала-Арати преданными, которые тоже присутствовали в комнате, но ничего не видели, так как чудо предназначалось не им. Лицезрением образов 10 аватаров Вишну был удостоен также родственник семьи Карнамов, ныне покойный. Собственно говоря, он и ушел от того, что его физическая форма оказалась слишком слабой, чтобы выдержать радость этого видения. Баба взял его с собой на реку и велел смотреть на свое отражение в воде. Этот человек рассказывал потом, что сначала он увидел самого Саи, затем лишь ореол волос вокруг головы, а потом все 10 аватаров в том порядке, в каком они упоминаются в Пуранах. Аватар Калки на коне имел облик самого Бабы.
Рикши возвеличивают божеств, во-первых, как выполняющих те или иные функции, затем, как имеющих различные имена и формы единого Бога, который собирает в себе все миры, который является в наших сердцах, который есть сокровище творения. Постепенно становятся неуместными и исчезают все остальные значения. Например, элемент страха связан с божеством Варуной. В некоторых рикшах страх растет, но вскоре мудрость ариев, благородных искателей истины, покоряет его. Многие рикши представляют собой молитвы Варуне людей, боящихся его наказания за свои грехи. Но мысль о Боге, нагоняющем ужас, не может расцвести на индийской земле. Чужда и мысль о множественности богов. Культура Бхаратхи, ее духовное наследие, признает единого Бога или Ишвару. Возьмем, например, идолопоклонничество. Моралисты, метафизики, философы, приверженцы служения во всех частях света согласились, что поклонение скульптурным изображениям Господа весьма полезно. До тех пор, пока сохраняется привязанность к материальному телу, поклонение материальному символу необходимо, но это всего лишь средство. Однако многие принижают значение идолопоклонничества, называя его суеверием. Это неправильно, это неверный подход. Такая установка всего лишь вспышка глупости. Разве не справедливо, что вера в человеческое тело – суеверие? Может ли тело жить вечно? Разве оно не является куклой с натянутой кожей с 9 отверстиями, в которой жизнь теплится столь шатко, что даже чих может вызвать болезнь? Разве не должны мы характеризовать саму людскую жизнь, верящую в реальность этого мира, как суеверие? Разве не является людское самолюбование властью и богатством глупостью? Но поступки, основанные на вере в атму, во внутреннюю реальность, не могут рассматриваться как суеверие или считаться глупыми. В этом случае человек и все его окружение исполняются здравой радостью, а суеверие можно рассматривать как признак бешенства, глупости или эгоизма. Мы найдем невозможным любить Бога или поклоняться Ему без сосредоточения на определенной форме. Это важно для нас, как дыхание. Это необходимое состояние жизненного процесса. Человеку необходимо принять это. Детство – отец старости. Но разве может старость смотреть на детство или юношество как на зло? Для многих идолопоклонничество было и является сейчас большой помощью для осознания божественного принципа. Как может духовный ученик осуждать идолопоклонничество, сам пройдя это состояние и получив пользу из него? Это было бы в корне неправильно. Утихомиривал Баба и тех злопыхателей, что порицали почитание статуй и изображений божества, называя это идолопоклонством. Он отмечает, что невозможно почитать безымянный, бесформенный принцип Абсолюта, не принеся всех своих недостатков на жертвенный алтарь преданности этому принципу, облеченному в какую-либо достигаемую умом и приемлемую форму. Никто не может быть познавшим бескачественное, ниргуна джняни, не будучи почитателем исполненного качеств, сагуна бхакти, заявляет он. Шанкара провозгласил: только милостью Господа можно постигнуть его, как не имеющего имени и формы. В работе «Према Вахини» Баба замечает: статуи и образы, так называемые идолы, служат той же цели, что и сравнение и метафоры в поэзии. Они иллюстрируют и отражают божество. Он говорит также, что статуи и образы являются лишь художественными и привлекательными сосудами, которыми люди пользуются, чтобы испить нектар божественного сияния. Без чашки испить его невозможно. Кому-то нравится вкушать радость из чашки темноликий мальчик-пастушок из Вриндавана, другой наслаждается, прильнув к чаше в форме экстатического космического танцора Скайласа. Выбор может зависеть от унаследованных традиций, от личного предпочтения или от вспышки духовного озарения. Какова бы ни была причина или форма сосуда, он служит одному и тому же высокому назначению – помочь вкусить радость, любовь, силу, мудрость и великолепие единой божественной сущности. Из Майсура Саи отправился в заповедник живой природы, известный под названием Апхая Араньям – лес, где нет страха. Саи любит встречаться с обитателями этого леса, ведь они его дети, из рождения в рождение ползущие, бегущие, прыгающие или несущиеся по воздуху к его стопам. Через 2 недели он ненадолго посетил Хайдарабад,
а оттуда на машине проехал целых 600 миль до Удумалпета, чтобы благословить там больницу и колледж. Возвращаясь через Мадураи, он добрался до Отакамунда, жемчужины Нильгири, венчающей корону его гор. В этом горном селении до сих пор сохраняются простота и духовное здравие. Саи побывал у них на день рождения Кришны, которого в Индии любит и почитает каждая мать и каждый ребенок, всякий ученый, святой, философ и пандит, духовный искатель и проповедник, и праведник. Саи говорил собравшимся, что Кришна – само воплощение премы, и что само его имя означает «тот, кто привлекает, кто влечет умы к себе». Он напомнил, что всякий, почитающий Кришну, должен взращивать эту любовь, ведь слово «Кришна» значит также вспахать, посеять и взрастить. Так что каждый почитатель Кришны должен вспахать поле своего сердца, удалить сорняки страсти, посеять семена любви и ухаживать за растениями с неусыпной заботой до тех пор, пока цветение севы, служение с любовью, не принесет плодов блаженства Ананды. Рассмотрим лотосные стопы аватара Кришны и также сравним их с лотосными стопами аватара Шри Сатья Саи Бабы. Как мы видим, лотосные стопы — это левая и правая стопа. Также левая и правая стопы Шри Сатья Саи Бабы. Как мы видим, на левой стопе у Кришны чакра или круг. Мы ее видим на левой стопе аватара Шри Сатья Саи Бабы. Также мы видим раковину. И вот эта раковина у аватара Шри Сатья Саи Бабы. Мы видим лук под чакрой. Чакра. А вот лук с тетивой. Также в глаза бросается треугольник на лотосных стопах Шри Кришны. Вот этот треугольник на лотосных стопах аватара Шри Сатья Саи Бабы. А вот полумесяц. И вот этот полумесяц. Теперь рассмотрим правую стопу аватара. Мы видим вот эту линию. И вот эта линия на правой стопе аватара Саи Бабы. Также этот овальчик. Вот он. Мы видим зонтик. Вот этот зонтик. Также мы видим штандарт. И вот этот штандарт. Фотостоп. Фото пяток недостаточно ясное. И восьмиугольник
высмотреть не удается. Обнаружили два прямых угла на пятке, по которым строится квадрат. Этих доказательств достаточно для того, чтобы сказать, что аватар Шри Сати Сай Баба является ведическим аватаром, предшественником аватаров Ширди Сай Бабы, Кришны и Рамы. Ом Сай Рам. Gözlerini lüfer gülü, kademleri gönçe beli ince, yüreğimde gizli yarım görüne her dem.